Здравствуйте, добро пожаловать, дорогие зрители, в новый выпуск, где переливается женская мудрость. Сегодня мы углубимся в тему, обычно окутанную табу и недоразумениями, анальный секс. Удовольствие Анастасия – одна из самых дискриминационных практик, при которой предрассудки и мифы нелегко развеять. Благодаря им мы узнаем больше о том, как безопасно и весело проводить время. В этом обществе, которое часто избегает открытого разговора на эту тему, крайне важно разоблачить и рассказать об этой практике, которая при правильном подходе может обеспечить интимный и приятный опыт для тех, кто ее выбирает. Присоединяйтесь ко мне, мы развеем самые распространенные мифы и раскроем правду об анальном сексе. Это нормально иметь сомнения и неуверенность в отношении секса и не знать, у кого спросить. Если вы подумываете попробовать что-то новое на сексуальном уровне, эта практика наверняка пришла вам в голову. Вот почему сегодня мы собираемся раскрыть некоторые мифы и правду об анальном сексе, чтобы вы могли наслаждаться им без каких-либо беспокойств. У вас может возникнуть несколько вопросов об этом виде практики: больно ли это, вызывает ли это болезни, правда ли, что мужчины избегают достижения оргазма и другие. Мы рассмотрим основные мифы и правду об анальном сексе. Самое лучшее в анальном сексе то, что он не должен быть болезненным. Все зависит от того, насколько мы осторожны. Правило простое: если болит, значит, что-то делается не так. Важно действовать медленно, пробовать разные положения, обеспечивающие комфортное проникновение, стимулировать область нежными ласками и массажем и использовать смазочные гели на водной основе, чтобы избежать трения и дискомфорта. Геморрой – одна из самых частых проблем тех, кто никогда не занимался анальным сексом, но все зависит от того, насколько деликатно он сделан. Еще один миф заключается в том, что анальный секс не позволяет достичь оргазма. Ничто не может быть дальше от реальности. Анальный секс может быть очень приятным и одним из многих способов достичь оргазма. Вы также можете поэкспериментировать с секс-игрушками, чтобы увеличить удовольствие. Анальный секс не ограничивается определенной сексуальной ориентацией. Это форма сексуальности, которой может наслаждаться каждый, независимо от сексуальной ориентации и частоты занятий сексом. Более половины гетеросексуальных браков признаются, что наслаждаются анальным сексом со своими партнерами. Идея о том, что анальный секс разрешен только в гомосексуальных отношениях или с беспорядочными партнерами, совершенно ложна и имеет физические последствия, если практиковать его правильно и по обоюдному согласию. Поначалу это нормально, но с практикой тело адаптируется, и расширение становится легче, не нанося непоправимого ущерба. Практика анального секса заключается не в принятии того, что нам не нравится или пугает, а в изучении новых форм удовольствия, которые могут укрепить отношения и соучастие между парой. В половом акте все действия допустимы, если они происходят по обоюдному согласию. Использование защитных мер имеет важное значение. Многие люди ошибочно полагают, что, учитывая низкий риск беременности, нет необходимости применять предохранение во время анального секса. Однако важно помнить, что при такой практике можно заразиться некоторыми заболеваниями, передающимися половым путем. Даже в моногамных отношениях разумно использовать презервативы. Недержание колы является возможным последствием анального секса, хотя оно не является универсальным. Возникновение недержания колы, характеризующегося невозможностью контролировать кал в кишечнике, чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Анальную практику следует проводить с соблюдением надлежащей гигиены до и после. Я советую, чтобы она применима ко всем видам сексуальной активности, но в данном контексте это особенно важно. Когда дело доходит до гигиены, это больше, чем просто принятие душа до и после сексуальной активности. В конкретном случае анального секса, за которым следует вагинальный секс, важно, чтобы мужчины чистили свой пенис, поскольку бактерии могут переноситься из одной области в другую, вызывая инфекции мочевыводящих путей.
Кроме того, важно мыть всю область гениталий и прямой кишки, чтобы предотвратить инфекции и раздражения, которые в крайних случаях могут привести к раку анального канала. Долгое время считалось, что трение между половым членом и анусом может привести к развитию рака прямой кишки. Однако эта идея имеет нюансы, особенно если учесть, что люди, занимающиеся пассивным анальным сексом, подвергаются большему риску. Эксперты по анальному раку подчеркивают, что чем чаще анальный секс, тем выше риск развития этого заболевания. Помимо чистоты не менее важный способ его проведения и меры гигиены, применяемые до, во время и после полового акта. Если во время анального секса не соблюдается адекватная гигиена, увеличивается риск заражения ВПЧ и другими заболеваниями, а также риск развития анального рака. Всегда ли анальный секс запрещен по религиозным или культурным причинам? Реальность. В то время как некоторые религии и культуры могут не одобрять анальный секс, другие принимают его как нормальную часть сексуального самовыражения человека. Отношение к анальному сексу широко варьируется и зависит от множества культурных, религиозных и личных факторов. Всегда ли анальный секс является практикой, которую следует держать в секрете? Реальность. Открытый разговор о сексуальных предпочтениях и практиках, включая анальный секс, может укрепить общение и связь между партнерами. Нет необходимости хранить анальный секс в секрете, если он обсуждается уважительно и по обоюдному согласию. Является ли анальный секс предназначенным только для людей с определенными фетишами или особыми сексуальными предпочтениями? Реальность. Хотя у некоторых людей могут быть особые предпочтения в отношении анального секса, эта практика не предназначена только для тех, у кого есть определенные фетиши. Это действительная форма сексуального самовыражения, которой может наслаждаться широкий круг людей. Слышали ли вы об этих мифах и истинах об анальном сексе? Теперь, когда вы их рассмотрели, возможно, будет разумно рассмотреть их более внимательно в будущем, чтобы взять под контроль свое сексуальное здоровье и наслаждаться здоровой сексуальной жизнью. Короче говоря, анальный секс – это тема, к которой следует подходить с сознанием, пониманием и открытостью. Я надеюсь, что исследование 10 мифов и истин об этой практике дало более ясное и реалистичное представление о предмете. Всегда важно помнить о важности общения, согласия, открытости и взаимного уважения в любой интимной встрече. Давайте продолжим самообразование, нарушим табу и прославим разнообразие нашего сексуального опыта. Если вам понравился сегодняшний контент, не забудьте включить уведомления, чтобы получать наши обновленные видео. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал, это поможет каналу развиваться и приносить всем познавательный контент. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.